Всем привет! Приветствую вас на моем канале. Очень рада, что вы решили посмотреть это видео. И в нем я расскажу про 5 плюсов жизни в Италии. Я приехала в октябре 2024 года, то есть здесь я нахожусь плюс-минус несколько месяцев. И на самом деле мне есть что рассказать, как человек, который только-только в это все погрузился. Это мой первый раз, когда я уехала так далеко из дома. И жила вообще в другой стране дольше, наверное, чем 3 недели. Поэтому let's go! Рассказать я хочу в первую очередь о хорошем климате и достаточно хорошей погоде. Возможно, вы уже знаете, но в Италии средиземноморский мягкий хороший климат. Но это, конечно же, от места к месту. Потому что на юге Италии погода достаточно хорошая, солнечная, достаточно тепло, 20 градусов будет зимой, и вы даже сможете купаться. Иногда и в некоторых частях. Из таких вот нюансов на юге есть вулканы, которые могут извергаться, и, конечно же, влияет это все на природу. Я нахожусь на севере, большинство людей находится непосредственно здесь. Милан, Болонья, не Венеция, в общем, север Италии. И здесь, на самом деле, погода интересная, скажем так, в зимнее время, потому что, в первую очередь, здесь много дождей и достаточно холодно. Отопление меняется от квартиры к квартире, но в целом достаточно тепло. Я ходила, и по ощущениям было, будто осень и весна наша. Поэтому я считаю, в принципе, достаточно комфортно. Вообще, это была моя первая зима без снега. Я в восторге. Я действительно в восторге. Это очень комфортно, это очень удобно. Я ходила в сапогах, в пальто, можно нарядиться, не скользишь, план особо не меняется. Самое плохое, что может случиться, это вот как раз-таки дождь. Поэтому погода мне очень нравится, меня она устраивает. Я довольна погодой. И про саму природу, про климат. Италия — страна, мне кажется, в которой есть все. Потому что в некоторых местах, например, на Сицилии, за 1 час можно доехать от снежных гор, покататься, например, там на лыжах, на сноуборде, и вы доедете до моря. И все это за 1 час. И климат, природа тут очень разнообразные, как я уже говорила. Буду говорить по большей части про северную часть Италии, где я живу. Здесь есть озера, примерно в 3 часах есть ближайшее море, и если вот ехать на поезде, на машине, на самолете все быстрее, 1 час и вы на Сицилии. Поэтому здесь есть море, здесь есть горы, Альпы, здесь есть леса, здесь есть чащи, здесь есть луга, реки, пещеры. Мне кажется, здесь есть все. То есть, в принципе, плюс-минус какой-то доступности адекватной вы можете там на машине, на автобусе даже доехать, в принципе, до многих мест. Поэтому рекомендацион, как по мне. Мне очень нравится, что мало того, что я из окна по городу гуляю, вижу горы, я могу примерно за час доехать до каких-никаких гор, до термальных источников у меня находится рядом с Сан-Пелегрино. И мне это очень нравится, я в большом восторге от этого. Второй плюс — это доброжелательные люди. Потому что, как я заметила, по моему личному опыту, я, конечно, понимаю, что у всех опыт будет разный, в разных частях Италии, у всех разные судьбы, все по-разному живут, поэтому все по-разному. Но, говоря лично о моем опыте, я сталкивалась с преимущественно хорошим. Потому что люди, в общем и целом, тут достаточно дружелюбные, миролюбивые. Если есть какие-то у них вопросы, тебе их зададут, они с тобой поговорят. Очень развиты смолл-толки, очень много вообще люди общаются друг с другом. Вы можете даже вот стоять в магазине, выбирать шоколадку, и у вас завяжется какой-то небольшой разговор, даже там о шоколадках, о ценах. Можете прийти к тому, что из-за того, что это магазин возле дома, скорее всего, вы еще и соседи. То есть вот так вот. Например, у нас недавно было отключение воды небольшое из-за работ в городе, и плюс вода была ржавая какое-то время. И вот мы, в принципе, всем районам это обсуждали. В магазинах, в автобусах, на автобусных остановках, вот везде, где есть люди, везде, где вот мы могли как-то кое-как пересечься, на улице просто. Везде было такое вот обсуждение.
Это прикольно, как по мне, потому что тут это все в более каком-то дружелюбном мне ключе. Также, если ты куда-то придешь, тебе везде помогут, постараются, смогут люди залезть в переводчик. Я, например, пошла на танцы, и, соответственно, люди, которые занимаются танцами, большинство из них, преподаватели, кстати, знают английский, но люди в группе, они не знают. Но они очень-очень френдли ко мне, у нас есть вот такие небольшие разговоры, и, в принципе, мне комфортно находиться в коллективе, что очень важно, как по мне. То есть это такой неочевидный плюс. Но вот я говорю, общая обстановка, что вот я хожу по улицам, я гуляю, что-то там делаю, живу мою жизнь, мне, в принципе, комфортно, безопасно. Я ощущаю себя хорошо. Но вот в Италии, конечно, большая часть населения это люди 60+, я бы сказала. Но, как по мне, это не важно. В моем случае это не важно. Я на это не обращаю внимания. Главное, что комфортно. В общем и целом, комфортно. Третий плюс. Это, казалось бы, может быть не особо важный для многих, но для меня это достаточно важно. Это культура. Мне мало того, что нравится сама итальянская культура, сама культура итальянцев. Вообще, третий пункт, он, можно сказать, связан частично со вторым пунктом, потому что это тоже про людей. Культуру делают люди. И культура мне она нравится, потому что тут есть общий такой вайб чила, спокойствия, con calma, двумя словами, если говорить. И это действительно так, ты расслаблен, ты ни о чем не паришься. В принципе, если что-то идет не так, все относятся с пониманием и спокойно. Вот, например, так как я здесь учусь, мне нужно было приехать в Италию и податься на ВНЖ в определенные сроки. Ну, я знаю прекрасно, что если ты приехал и что-то вот случилось, закрутился, там не успел что-то подготовить, я не знаю, что угодно может случиться, то ты спокойно можешь прийти по истечению этого срока, тебе примут документы. И вообще, в принципе, Италия, по-моему, как раз-таки один из ярких примеров страны, где, наверное, можно договориться обо всем. То есть на все влияет твой человеческий фактор. И это как плюс, так и минус, но в моем случае, как по мне, это плюс, потому что ты можешь обо всем договориться и все сделать в свою пользу. С моей точки зрения, это все-таки плюс. Так что да, и сама культура тут очень интересная, то есть, как я уже говорила, смолтолки, такая вот дружелюбная атмосфера. Мне очень нравится особенность аперитива. Я вообще в восторге от данной части культуры, потому что она прикольная. В определенное время, обычно с 5 вечера до 9, есть понятие аперитива. Почти во всех ресторанах ты приходишь и говоришь, что ты на аперитивы, и тебе приносят напиток, который ты выбираешь, например, апероль шприц, и какую-то закуску. Стоит это примерно 10 евро обычно, плюс-минус, может варьироваться, но примерно 10 евро. И за эти 10 евро ты получаешь закуску и напиток. И иногда, если ты ходишь, вам дают порционную, получается, закуску, иногда вам приносят одну большую. Но вообще, конечно, чем вас больше, тем прикольнее. И вот сама эта идея, что встретиться с коллегами, с друзьями, с родственниками, с кем угодно встретиться, в какой-то вот компании, устроить какой-то между собойчик, просто прийти за бокалом вина, за бокалом апероль шприца, закусочками хорошими, обсудить какие-то последние новости, обсудить свои дела, свое настроение. Мне нравится эта идея. Мне очень нравится. Итальянцы очень социальные. Они всегда, мне кажется, вне дома, они всегда с кем-то. У них очень много друзей, очень много родственников. Они постоянно в каких-то делах. Поэтому мне это близко, мне это нравится. И вот, соответственно, культура аперитива мне нравится. Я бы ее с удовольствием применила не только в Италии. Но здесь я от этого реально кайфую. Четвертый плюс. Я думаю, это плюс действительно для многих, и его отмечают многие. Это плюс действительно для многих людей. Это высокая мобильность. Мало того, что люди достаточно ко всему готовы, люди такие легкие на подъем, но я, конечно, больше говорю о мобильности в общем и целом. То есть ты можешь купить билет на самолет, на любой лоукостер, и за час-три
проехать в разные части Европы за небольшую денежку и достаточно мобильно, достаточно быстро. То есть до аэропорта можно доехать минут за 40, в зависимости, конечно, кто где живет. Но вот за 40 минут там доехать на общественном транспорте, доехать на машине, взять, приехать в аэропорт и улететь в любую часть. То есть в Италии могут собраться в пятницу вечером, улететь куда-то и приехать в воскресенье утром. То есть вот такая вот небольшая поездка на 2 дня. Как по мне, это прикольно. Очень хорошая идея, очень интересно. Поэтому да, мне это нравится, что я действительно могу объездить многие части Европы. Как вы знаете, путешествия расширяют наше мировоззрение, наше сознание. Поэтому здесь есть действительно шикарный шанс посмотреть ближайшие страны и с европейскими документами. Понятное дело, что вся Европа безвизовая. И это прикольно. Мне действительно это нравится, что за небольшую денежку, за 2 дня можно посмотреть по Европе. Можно даже так сказать, в каком-то плане. И сама мобильность по стране тут достаточно хорошо развита. Возможно, вы знаете много плохого, так же, как и я слышала про общественный транспорт Италии, что постоянно забастовки задерживают общественный транспорт, отменяют его. И да, это имеет место быть. В Италии это популярная практика. Иногда по направлениям, например, Гена из Милана, в принципе, всегда опаздывают поезда, всегда. Иногда не отменяются, то есть вот это вот очень тяжелое направление, скажем так, и ты просто иногда это уже знаешь. Но в общем и целом тут развитая сеть поездов. Железнодорожные пути тоже развиты, и есть много поездов, много компаний. И ты можешь поехать иногда дешево, иногда задорого на скоростном поезде до разных городов. То есть это также, я говорю, не только о туризме, но даже какая-то бизнес-поездка, навестить своих родственников, навестить друзей. То есть такая вот мобильность все-таки важна. Конечно же, есть шикарнейшая сетка Flixbus и Itabus. Есть несколько сеток компаний, перевозчиков по Европе, по Италии в частности, по Европе в целом. И тоже, вот, например, я знаю, что есть билеты из Милана, может даже из Бергама, я надеюсь, есть, до Рима. 9 часов на автобусе, но они стоят там 6-8 евро. И если, например, вы спите в общественном транспорте, если вы хорошо переносите дорогу, если вы студент и хотите сэкономить на поехать в Рим, то это, конечно же, шикарная возможность. Вы можете и отдохнуть, съездить на море, съездить куда-то. Вот я, например, очень люблю выезжать в горы. Однодневная поездка, мое место силы, к водопадикам, к каким-то красивым местам, к лугам, маленькие вот деревушечки. Вот все такое я очень люблю, и мне нравится, поэтому можно сесть, легко поехать. Еще это удобно все, потому что здесь расстояния не такие большие, то есть в принципе за 4 часа на поезде можно приехать из Милана в Рим, а это почти половина Италии, то есть расстояние не такое большое, можно вот достаточно оперативно везде проехать. И пятое, заключительное, я хотела бы сказать про качество еды. Как по мне, еда здесь достаточно качественная, сделана из хороших продуктов, контроли тут хорошие, и что немаловажно, тут используются местные продукты фермеров, все, что выращено. Например, коронные блюда, конечно, это блюда из фисташки и из апельсинов. Все везут с Сицилии, с юга Италии. И кормят нас на севере здесь этим всем. И за достаточно бюджетные деньги ты можешь достаточно вкусно поесть. Например, есть популярный десерт, булочка, бриош с фисташкой. И такую фисташку, как в Италии, я нигде не ела, никогда. И это так вкусно, и за 2 евро, плюс-минус, иногда больше, иногда меньше, вы можете поесть абсолютно шикарнейшую фисташку. Вы только представьте, с настоящим вкусом.
вот этого вот ореха. Я люблю фисташку, но у нас, например, она стоит достаточно дорого. И если ты хочешь десерт с фисташкой, обычно вкус будет все-таки не такой насыщенный, как здесь. И ценник, конечно же, у нас просто космический. Поэтому, конечно, говоря о локальных продуктах, тут все хорошо. Есть молочка сделана с молоком итальянских коров, вкусно, хорошо, доступно. Мясо тоже сделано здесь, все качественно, все упаковано, следят. По ценнику дороже, конечно, чем у нас, но на самом деле, когда я была крайний раз дома, то Московская область стремится уже вовсю к ценнику Милана, как по мне. Поэтому, в принципе, это уже во многих аспектах, на самом деле, жизнь здесь уже сравнима как и с тем, как я жила в Московской области. По цене во многих аспектах. Поэтому тоже вот про плюсы говоря. В общем и целом, что я хочу сказать. Конечно, во всех странах есть минусы. И нельзя ни про что сказать, что что-то абсолютно идеально. Но в этом видео я фокусировалась на плюсах. Я старалась побольше рассказать об этом. И с моей точки зрения, плюсов в Италии много. Действительно хорошая страна для каких-то определенных людей, не для всех. Не всем здесь понравится, образ жизни разный, уклад разный, кто зачем едет, кто что хочет. Все, конечно же, различается. Но мне, например, здесь комфортно, мне здесь нравится. Во многих аспектах я чувствую улучшение по образу жизни. Мне нравится пользоваться плюсами, которые ты здесь можешь получить. То есть, как я уже говорила, высокая мобильность, благодаря которой ты можешь путешествовать и ездить по делам, и отдыхать. То есть, вот во многих аспектах это будет полезно для тебя. Наслаждаться плюсами еды, плюсами от общения с людьми. И вообще приятно, когда люди настолько дружелюбно к тебе настроены. Есть возможность вписаться в местную культуру, действительно. Может быть, не на все 100%, но на какой-то процент возможно. Но все зависит, конечно же, и от ваших усилий. Я надеюсь, эти плюсы были вам полезны, вы узнали что-то новое для себя. Можете написать в комментариях, что вас удивило, что вас заинтересовало, может быть, какой-то вопрос у вас появился, и я вам отвечу на него. Я очень рада, что вы посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии, ставьте лайки. И я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца.